Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Продолжим наше повествование о закормке сиропом, потому что задают опять же вопрос, сколько давать пчелам сиропа, первый вопрос. Второй вопрос, какими порциями, кормить их много сразу или растянуть до зимы. И третий вопрос, если пчелы не берут из кормушки сироп, через какое время давать им повторно. Ну, давайте по порядку. Первый вопрос, сколько давать пчелам сиропа. Это зависит от того, сколько у вас осталось кормов после взятка. Для этого делается осенняя ревизия, когда вы пчел сокращаете. Заодно смотрите, сколько у них есть корма в гнезде, и себе помечаете тетрадки. Ну, я, допустим, семьи делю на 3 этапа. Я по килограммам не пишу, я их делю на 3 категории. Первая категория – меда завались. Вторая категория – мед есть, но мало, то есть половина того, что надо. Третья категория – голодные, как бобики, нету нифига. И вот, исходя из этого, я закармливаю пчел. Сколько пчелам надо на зиму корма? Тут математика несложная. В среднем пчелам на зиму на каждой рамке должно оставаться 2-2,5 килограмма на додановской рамке. Тут все очень просто. Считайте, на скольких рамках у вас пчелиная семья уходит в зиму, потому что разной силы бывают семьи. Ну вот, допустим, на 8 рамках они идут. И вот считайте, на каждых 8 рамок должно попадать как минимум 2-2,5 килограмма корма. Вот множите 8 на 2, 2,5, получаете 16. 20 килограмм должно быть в гнезде у пчелиной семьи уже на зиму. Ну и кроме того, еще у вас должны быть полновесные, полномедные кроющие рамки, иначе плесень в гнезде заведется. Ну еще накидываете 3-5 килограмм сверху. Итого получается, на эту семью надо где-то 19-24 килограмма в зиму. И вот смотрите, если у вас 50% кормов было в улье, то вам надо дать, соответственно, 10 килограмм. Если у вас кормов достаточно в гнезде, то можете дать профилактическую подкормку с сахаром, чтобы они перезимовали, если вдруг с кормом что-то случится. А можете и не давать, они и так перезимуют. Ну, а, соответственно, если голые бобики и голодные, то надо давать весь комплект. Пишите голодные бобики, ничего у них нету, значит, нам надо дать где-то 18-20 килограмм корма. Начинаете кормить, начинаете считать на бумажечке, сколько дали, сколько съели, с какой скоростью берут. Но вот эти семьи закармливать, которые голодные, как бобики, очень проблемно, потому что у них есть скорость, с которой они берут сироп. И выше нее прыгнуть нельзя. Опять же, подходим к еще одному вопросу. Через какое время давать сироп, если они из кормушки его не берут? Почему не берут, я рассказывал в прошлом видео, можно посмотреть причины. Так вот, для того, чтобы переработать мед, то есть нектар, который они принесли с полей, в мед, и пчелам этим надо 6 дней. Для того, чтобы выгнать из него воду, они разливают его по ячейкам, по нектарным полям, и через 6 дней готовый мед. Сахарный сироп они будут перерабатывать быстрее. Не 6 дней, а немножко меньше, 3-4 дня. Соответственно, если они у вас не взяли кормушку, вы ее вытянули, то не давайте им следующую порцию раньше, чем через 3-4 дня. Второй вариант, можете им оставить эту кормушку, они будут ее брать очень медленно, где-то по пол-литра, пол-литру в день, не больше. Но тем не менее они ее будут брать. Почему так? Опять же, в прошлом видео рассказывал, связано опять же с нектарными полями. Если хотите, чтобы брали быстрее, видите, что не успеваете, значит подставьте им пустых рамок, расширьте нектарные поля. Не сужайте сильно гнездо. Вот этим семьям, которые голодные, как бобики, гнездо сильно не сужайте, оставляйте пошире, потому что им надо дать много корма. А от нектарных полей, от их наличия зависит скорость, с которой они берут корм. Если сильно их сузите, сократите, они будут медленно брать корм. Чем больше они сужены, тем медленнее берут корм. Тут простая аксиома. Следующий вопрос, поскольку давать? Ну, значит, считается, что пчелиная семья лучше всего принимает в сутки корм со скоростью 2 килограмма, 2-3 литра, то есть. Вот приблизительно с такой скоростью их и кормите. Да, есть пчеловоды, которые дают сразу 10 килограмм, но опять же, это если пустые соты, полностью выкачанный поздний мед, был у вас поздний взяток, в природе ничего нет, тогда они возьмут и 10. А если у вас что-то там оставалось после взятка с подсолнуха, вы дадите 10 литров, они заберут 6 сразу за одну ночь буквально, а потом застопорятся, потому что опять же не хватает нектарных полей. И вот те оставшиеся 4 литра будут мурыжить дней 7. Поэтому, если у вас семья не совсем голодная, а вот так вот 50 на 50, как я рассказывал, то средняя скорость приема корма 2-3 литра в сутки.
Вот приблизительно с такой скоростью и даете, если, конечно, вы успеваете до холодов. Смотрите по календарю, до холодов успеваете, с такой скоростью им и даете. Когда даете 2-3 литра в день, они более лучше всего перерабатывают этот корм на зимний корм, ну то есть на мед на зимний, искусственный. Будете давать со скоростью больше, в первое время будут брать без проблем, потом застопорятся и опять все это будет киснуть. Лежать в кормушке, брать они его будут плохо, ничего хорошего от этого не выйдет. Опять же, кормушки у вас, получается, стоят в ульях, с кормом никто его не берет, и кормушки вроде как заняты, а можно было использовать их в других семьях. И еще один вопрос, который постоянно задают: как лучше кормить? Сразу дать много и оставить их в покое, или давать потихонечку до самой зимы? Тут, ребятки, все зависит от региона, от вашей погоды. Тут нельзя дать однозначного ответа. Я своим пчелкам даю корм до нормы. Опять же, ориентируюсь по скорости, с которой они забирают его из кормушки. Как вижу, что они начали лениться, они забирают его быстренько из кормушки, значит, у них полное гнездо. Тогда я даю им не больше 1,5-2 литра в сутки. Вот дал я им 2 литра, и они эту кормушку мурыжат 4 дня. Я им ничего не подливаю, пока не сожрут до конца. Если вы видите, что у вас по календарным датам скоро-скоро холода, значит, надо пчелкам дать возможность взять корм как можно быстрее. Даете большими порциями. И еще не забывайте, что они должны этот корм успеть запечатать. На это тоже нужно время. Потому что если не запечатают, он зимой забродит. Они будут его очень много кушать и, соответственно, обгадятся. Ничего хорошего из этого не получится. Зимовка будет плохая. Обязательно должны запечатать успеть. На это тоже нужно где-то неделя, не меньше. И еще воздух для этого нужен. А вот если у вас осень затяжная, идет аж до ноября месяца тепло, то вам спешить не надо. Можете давать им этот сироп, основную порцию, до конца сентября, а октябрь можете давать там уже им немножко по чуть-чуть. Почему так? Потому что, когда вы даете пчелам сироп, вы вынуждаете их таким способом на вылет из улья, потому что они же не понимают, что вы им дали сироп в кормушках. Они думают, что это в природе какой-то взяток. Получает принос в гнездо вашего искусственного корма, сиропа, и начинает пчелы вылеты на природу, потому что думает, что там есть взяток. А там на улице холодно, они замерзают, падают и погибают. И таким способом у вас семья тает осенью на глазах. Поэтому, если видите, что погода холодная, не давайте пчелкам вылетать из улья. Значит, когда холодно, пчелка мерзнет в воздухе, то есть температура меньше, чем 15-12 градусов, не кормите пчел. В таком случае, если холодно, дайте много-много сиропа, они его заберут, переработают, запечатают, и на этом все. Пусть ложатся спать, никуда не летают, не кормите. А если у вас осень теплая, то они в любом случае будут вылетать из улья. Но только чем они будут заниматься? Правильно, разбоем, воровством. В таком случае, чтобы пчелок удержать в улье, чтобы они массово не шли на воровство, тогда потихонечку даете им сиропу, понемножку, даже 2 литра не надо, там литр достаточно в сутки. В таком случае они сидят у себя в гнезде, перерабатывают ваш несчастный литр за сутки или пол-литра за сутки, и на воровство не летает, потому что, опять же, если не даете им корм, когда у вас осенью тепло в октябре месяце, они идут на разбой. Ну и как вы все знаете, на разбой идет черная пчела. Зимняя пчела на разбой не ходит. Зимняя пчела готовится зимовать, она не разбойничает. А вот черная пчела, которая зимовать не будет, которая уже старая, она идет на разбой. Так вот, смотрите по пчелкам. Когда у вас черная пчела появилась, значит будет разбой. Значит, пчелок надо удерживать в улье. Когда была черная пчела, а потом она резко пропала, а оно так часто всего и бывает чаще всего, массовое воровство, черные пчелы, а потом вроде как обрезала. Ни черных пчел, ни воровства. Значит что? Значит, черная пчелка у вас ушла на тот свет, которая погибла в битве за урожай, ну то есть за воровство. Ей набили морду на литке и убили, ну а которая померла своей смертью от инфаркта. В общем, черной пчелы не стало. И вот с этого момента пчелок уже тоже можно не закармливать, потому что черной пчелы нету, а своя пчела зимняя на разбой не ходит. Зимняя пчела находится в улье, может выйти только на облет. И вот у пчелиной семьи осенью есть такие несколько стадий жизни. То есть, когда пчел в улье много, они воруют. Потом появляется черная пчела, они воруют еще больше, потому что черная пчела это воровка дикая. И потом черная пчела исчезает, остается только молоденькая зимняя пчела. И вот вы знаете, что в первых 2 этапа это будет жестокое воровство, в 3-й этап воровства уже не будет.
Поэтому на третьем этапе пчелок уже можно в улье не удерживать. На третьем этапе обычно осы появляются, и тогда проблема уже с осами, а не с пчелами. Так что однозначного ответа дать, кормить большими порциями или маленькими порциями дать нельзя. Надо опять же смотреть по погоде. Если погода у вас холодная, пчелы будут замерзать в воздухе, значит даете большие порции. Быстренько их закормили и пусть ложатся спать. Если погода теплая, значит большие порции не очень хорошо, потому что дадите большие порции, они пойдут на воровство. Тогда даете порции поменьше, чтобы они постоянно были при работе, сидели у себя дома, перегоняли этот сироп в мед и не шастали по чужим ульям. Меньше будет воровства, меньше будет погибших пчел. Вот уже кого-то бьют. Ну а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось и кому не понравилось, потому что я очень жадный. И передаем привет моим мохнатым чудовищам.